Доброе утро, братцы. Нихао, проще сказать. 17 августа. Местное время 9 утра. Ух, ё-моё, сколько ж тут техники-то. В общем, за мной приехал китаец. Сказал, я сейчас здесь налево поверну. Тут, говорит, еще машины стоят. Куда налево? Не понял. Нет. Тут же нет дороги, наверное, туда. Сказал, я сейчас тут еще машины. Там еще машины стоят. В общем, поедем мы грузиться. Вчера была малость недосъемок. Вечером камеру забыл в машине. Вон, наверное, наш китаец. Вот, так здесь еще, оказывается, площадка есть. Видите, тут тоже можно стоять, оказывается. А вон матрешка эта знаменитая. Китаец, по-моему, да, вон он стоит. Ага, вот за этой белой машинкой мы едем на погрузку. Кто еще? Группники со мной? Да. Давай, давай, за этим китайцем. Ну да, две машины группы, я. Я смотрю, вон машины стоят тут вот. Тоже вот, видите, тут оставляют, потом едут. Ну да, где-то же загрузки ждать надо. И потом едут в гостиницы. Поехали мы на погрузку, поехали. А я там машину загнал, там где грузовые, ну, где на выезд, когда груженные стоят. Вот китайский ситрак. Я туда ее загнал. Меня никто не спрашивал, груженый я не груженый, оставил. На такси сели, говорю, и камеру забыл, все на свете, короче. Поехали, ну ладно. Едем на погруз. Ё-моё. Все полетело. Все полетело вверх ногами. Хороший такой бугор. Китайские машины стоят здесь что-то. Логистический центр прямо. О, матрешечка. Красиво, правда?
надо у них аккуратно. Непонятно, у кого главное, у кого... Кто железнее, тот и прав. Пожалуйста, вон, видите, церковь православная. Надо ж, да. Да. Ой, тут у нас. Я в прошлый раз куда-то вот налево ездил, по-моему, грузиться. Если я не ошибаюсь. А может и нет, я уже сейчас, правда, особо и не помню. Не, налево это не, это в саму Маньчжурию. Ну да. Хорошо, лед тронулся, что вчера хотелось бы, но видите, вчера не прокатило. Хорошо сегодня, еще бы сегодня загрузили бы документы, сделали, было бы вообще замечательно, но, наверное, вряд ли. Маньчжурия, Китайская Народная Республика. 49 тонн, 14 тонн на ось. Нормально. Перестраиваемся налево, сейчас поедем. Может быть. Все верно. В Пекин везет на погрузку. Поехали в Пекин. Я бы съездил бы с удовольствием. Ограничение скорости 30. Ага. Китаю надо, чтобы сопровождающий ехал, потому что ну куда ты тут заедешь? Все в иероглифах, тут нету дубляжа на русском или хотя бы на английском. Это здесь еще может быть что-то и дублируется, что-то тут вон написано, а дальше все там все строго по-китайски.
один эргруппник остался. Догонит. Так-то что, ну, китайцы на своих машинах катаются по всему Китаю. Все сюда привозят, мы отсюда забираем. Ну, что-то я не знаю, как сейчас, в 2019 году, ну, тоже правда, неправда. 200 дозволов вроде только на год давали на всю страну, таких дальних, по которым можно заезжать вглубь Китая. Тоже, естественно, это все с провожатым. Едем медленно. Троечника ждем, второго. Где-то там на светофоре отстал. Сейчас догонит. Какой-то такси поехало. Все уже там догоняет. Это логистический центр еще прямо там находится, с той стороны. Нормально так. Ну, раньше ближе было. Что-то моргает, что-то фоткает. Чего фоткает? На обгон пошел. Знаки 40 висят, но мы как-то едем 50 с копейками. Все. Вон камеры. Тоже все на камерах. У них есть допуск, нету. Что там случилось? На обгон идем? Кто там не едет или что? Самосвал. Дальше, что тут у нас? Сам центр Манчжурии, он слева. Сам город, вот все небоскребы, все, вот оно там находится. С левой стороны. А мы едем куда-то, понятно, куда мы, как всегда, в какую-нибудь промзону, естественно. Экономика, операция зона, логистическая зона прямо.
Как и везде, как и в Европе, где куда только не приезжали. Куда нам надо? В промзону. Полицейских. А, красный, ё-моё, нифига себе. Смотрите, какой светофор тут интересный. Говорит, китаец-то, может, видно вам было, его в тормоза бил. Аж запах резины стоит паленый. Какой светофор. Я такого... На тележке светофоров я еще не видел. Честное слово. Прикольный такой светофорчик, да. Итак. Догоняем наших. В прошлый раз я ездил куда-то ближе, грузился. Сейчас мы куда-то, может, ее перенесли сейчас? Вроде в прошлый раз я ехал, я Маньчжурию объезжал вот с той стороны, вот так, на ту сторону города. Промзона там была. Ну, наверное, там сейчас и осталась. То ехали другой дорогой, не вот этой, как сейчас. Они, наверное, новую построили. Посмотрим сейчас, куда приедем. Все, съезжаем. Съезжаем вправо, съезжаем вправо. Сегодня хоть хорошо, не так жарко. Вчера жарко было, 30-ка было. Сейчас вот с утра 21 градус, так хорошо. Зарядку включил. Китай, Маньчжурия. Интересно тогда. Раз пошла такая пьянка, хотелось бы, конечно, на всех переходах побывать. Дальше-то мы не заезжаем, так хоть на всех переходах, там туда-сюда, Благовещенск, Уссурийск.
приходят. Вон, там составы с углем стоят. Все это вот здесь логистический этот, перевалочная станция, смотрите. Ну да, потом уже дальше тут уже по всему Китаю распределяется кому куда. Промзона, вот начинается походу. Можно, да? Нифига себе. Так можно, получается? Видели? Ну это же так сам нас повел. Без комментариев. Так можно было, да? А что, так можно было? Оказывается, можно. Это знак обозначает движение без остановки запрещено, что ли? Пропускает? Спасибо, коль пропускаешь. Вторая улица Весы. А, через Весы мы едем. У нас сначала на Весы надо. Понятно. Взвешиваемся. Дальше едем. Да, куда китаец ведет. Что у нас по высоте 4,5 метра. Ага, давайте мы его пропустим. Давай. Давай. Ты длинный, тебе повернуть надо, тебе тяжело. Куда-то вглубь промзоны нас поволокли. Дождик пошел, если загрузка боковая, придется помокнуть маленько. Куда ты завел нас, да, китаец-герой? Мозги мне. Я сам тут впервой.
связи, понятно, нет. Интернет уже роуминг. Движение грузовиков показано, написано от 6 до 10, да? Запрещено. Какая интересная штука. Ехай, китаяночка, не бойся. Я сам тебя боюсь. Знак движения грузовиков 6 до 10, наверное, разрешено. Ну, же ж грузовик и перечеркнут. В общем, мы приехали в ту же промзону, примерно, где я тоже был, только я заезжал туда с другой стороны. Вот и все. Ну, а тут, вон, видите, Траска здесь уже бомжует. Что, сейчас будем узнавать, что нам скажут. Где-то воздух уходит. Это не то. Это кран уровня пола. Все, он уже сработал. Ветер дует, но так не слышно ничего под прицепом. Может, что в ямках стоит и на ровной поверхности. Что-то 5 часов отстоял, а воздух сошел. Ну так не слышно нигде ничего. Да-да, 5 часов уже, 3-й час дня. А нас пока не грузят. Вон иргруппников там что-то грузят, вон, видите? Вон он за прицеп заехал туда. Его грузят там. Загнал. У меня тоже написано. У меня запчасти в коробках написано. Может, загрузят. Ждем. Этот тоже рядом со мной, который приехал, стоит. Его еще не звали. Нормально, да, он? Китайцы ездят. Номер сзади, какая-то тряпочка. Повесил, затяни, все. У нас живой, ты что? Я помню, как мы когда-то там... До нас чел работал на казахских номерах. И на прицепе то ли потерял, то ли украли у него номер на прицепе. Ну все, в Казахстан заехали. Ну, он заехал, вернее. Дубликат сделал. Но когда с Европы выходил, показал, ну, отметили, что типа номера нет. Я не знаю, правда, каким образом он выходил без номера.
Сколько мы потом на этой машине ездили, столько нам потом мозги там и полоскали. Номера нет и все. Короче. А здесь он что, тряпочку нацепил, да поехал. Дровишки привез или что он тут. В общем, все. У нас все грустно, я вам так скажу. Время 5:30. Как стояли, так и стоим. Вот у них таких тентованных машин-то, походу, прицепов, как у нас-то, и нету. У них вот такие все. Они вот тентом все укрывают. Все на открытых площадках возят. Тентом укрывают. Ну, сколько я видел. Накрывают тентом потом, и все. Вот так вот выгрузили и поехали. И опять никуда не съездишь по Манчжурии погулять. Да с какие они тут работают? Может, они тут круглосуточно будут грузить? Спросить-то не у кого. С русским беда. По-китайски только ни хао. Больше я ничего не знаю по-китайски. Это вот это груз он забрал, да? То вот сверху ему надо еще вот эти вот какие-то там ДСП, ДВП подложили. Солидный груз, да. Ну, наверное. Бедные китайцы живут. Не рассказывайте мне сказы. Смотрите, на каких УАЗиках ездят. Какой крузак зашел. Вот так вот. А у нас днем то дождик пройдет, то солнышко вот выглянет, но не жарко. И это хорошо. Что я вам скажу? Фишка Манчжурии — это желтая подсветка. Говорю, когда приближаешься к границе, километров за 50 уже видно. Нью Центр отель. Не, нам не в этот. На этот нам кредиты не отпущены. Красиво, правда? И вот она вся таким желтым цветом светится и очень как сдалека видна. У нас прогулка по сопкам Манчжурии. Интересно, а сегодня будут подсветку отключать? В прошлый раз, когда я был, в час ночи все вырубили. И потом включили только, по-моему, в 6:30 утра. Ну, это тоже гостиница. Не, ну красиво, красиво. Наверное, вот там где-то центр. Мы без гида, в гордом одиночестве. Пацаны, что рядом стояли, мы по магазинам поедем, нет? Давайте. А мы пешком пошли по своей программе. Днем надо ходить, конечно. Не, ночью своеобразная красота. И чтобы все увидеть, надо днем. Но днем, увы, днем у нас работа. Ну это жилые дома. Так понимаешь, жилой район. Ну тут все жилое, понятно.
Пойдем вот до того большого здания сходим. Высокого, я имею в виду. И главное, матрешки. Смотрите, на каждом перекрестке. И там вот такая же подсветка. Вот здание он большое. Я говорю, это километров за 50, видать, Маньчжурию. Если небо ясное, как она желтым светом светится. О, смотрите, я же про матрешек, что и говорю. О, это будка полицейская. Точно. Вот еще матрешки. Там худенькие, здесь толстенькие. Огонь. Ну, за что я говорил. Следующий перекресток опять матрешки. Так, а там что? Мы не пройдем, да? А как нам туда попасть? Пойдем туда, обойдем. Не пойму, где я нахожусь. Я не ориентируюсь тут от слова совсем. Говорят, еще лет 10-15 назад здесь в Маньчжурии были юрты с соломенными крышами. А сейчас, вон, смотрите, а, какие здания, какая красота. Так понимаю, впереди у нас это центр. Сама Маньчжурия, она ж небольшой город. Ну, относительно, скажем так. Ну вот, туда мы оглобли и направим с вами. Торопиться нам некуда. Время у нас есть. Пока есть. Короче, когда уходил, на всякий случай сфоткал адрес гостиницы, шильду на доме. Думаю, что это? Можно будет таксисту показать, чтобы завез. Потому что черт тебя знает, не заблудиться тут. Потому что интернета нет. Ну, как такового нет. Так, WhatsApp, Viber тут еле работают. Черт тебя знает потом, куда тут. Сейчас как забредешь, потом попробуй назад дорогу найди. Вот тоже красиво, да, подсвечивается. Это какая-то площадь. Ну, плохо, что темно. Памятники, их не видно толком. Собачку выгуливают. О, а здесь какие-то вон музыканты. Я сначала думал, это вообще люди стоят. А это памятники. Да, но вас не видать, ребят. К сожалению. Вас не видно. Ну и шо? Куда дальше? Че тут написано? Ни хрена непонятно. Там где-то какая-то музыка играет. Ну, наверное, вот уже центр и есть. Магазинчики вот всякие. Еще куда пойдем? Я хрен знает, куда тут идти. Пошли куда-нибудь. Я так понимаю, что здесь, наверное, не очень уступают. Здесь надо не у нас.
Здесь надо, наверное, вот туда пошли, да? Здесь надо смотреть, чтобы тебя не задавили. Потому что тут, как подразумеваю, особо большого приоритета у пешеходов нет. О, пожалуйста, бизнес-отель Шань Нянчун, банк. Ну, как люди, вон, видите, заселяются в отель. Пожалуйста, зерновые и масляничные продукты. Прямо на русском языке написано. Видите? Железное искусство закрыто. Я помню, что я тогда ходил много на каких магазинах. Дублируется все на русском языке. Ну и кто же за что купил, за то и продаю. Маньчжурия самый русскоговорящий город китайский. Уже во всех других, тоже мне так сказали, что уже столько людей, говорящих на русском языке, вы не найдете, как в Маньчжурии. Конечно, говорят трудно, тяжело. Все, я понял, куда музыка. Мы с вами в парк какой-то пришли. Ой, прекрасно. Я вот думаю, может даже какой-нибудь полки для товаров. Вот магазин, сигареты, там все дела. Тут можно заходить и рублями расплачиваться. 100%. Да? Вот, там танцы прямо, смотрите. Обалдеть! Народ отдыхает. О, вкусняшками пахнет всякими. О, смотрите, какая красота. Обалдеть! Прямо тут, смотрите, что-то жарят. Сосиски, вон, всякие шашлыки, машлыки, что тут только нету. Пошли посмотрим, что здесь за танцы, шманцы, обниманцы. Сюда ж можно зайти, да? Наверное. Ой, а там еще река какая-то. Вода. Не, пожалуйста, здесь это просто торгуют. Можно даже что-то выиграть. Люди отдыхают. Классно. Все довольные, счастливые. Здесь немножко своя музыка. Чуть-чуть другая музыка. Здесь помолодежнее. Какой-то вот дядька тут какой-то стоит на постаменте. Темно, не видно. Могу только годы сказать. 1897-1986. Все остальное иероглифы. Набережная какой-то реки. Водоем какой-то? Не знаю, река, не река, озеро, не озеро.
Все, танцы посмотрели, пошли дальше. Магазин овощи, фрукты на русском. Компьютерная техника на русском. Ну, тут не на русском. Даже можно на лодочке покататься. Никого нет, все танцуют. Ну что, пойдем дальше. Ради эксперимента даже назад буду идти, надо зайти, там хлебушка может купить, водички сладенькой. Прошу, рублями берете? Да берут, конечно. На улицах Маньчжурии сплошная красота. Дома у них такие же, как у нас, только подсвечиваются. Я так понимаю, наверное, это вообще какая-то самая центральная площадь. Bank of China. Банк Китая. Здесь можно перейти, да? Спасибо. Ну, похоже. Может, это какой-то управдом здесь в Маньчжурии. Начальство заседает. Понятно, что господин Си за 2000 километров отсюда, где с копейками. Я у Гугла спрашивал до Пекина. Молодцы. Вопросов нет. Говорю, с учетом того, что лет 10-15 назад здесь была степь и стояли юрты с соломенными крышами. А сейчас смотрите, какая красота. Мне кажется, днем, наверное, даже не так красиво, как вечером. Ночью, в темноте. Если получится, обязательно сюда притащусь днем. Если получится. Вот это, наверное, центральный проспект. О, даже по-русски вход написан. Рынок Север. Понятно, что сейчас закрыт. Да, вон автобусы стоят. Короче. В общем, мы с вами в самом центре. Что тут? В Китае по тротуарам можно ездить или что? Ну что ж, пойдем. Походим. О, пожалуйста. Игрушки Саша, Оля. Оптом прямо с фабрики. Игрушки Лиза. Пожалуйста. Заходите, покупайте. Что хотите. Обувь, магазин. Вот тут. Кроссовки с одним S. Им простительно. Обувь. В общем, то ли мы в Маньчжурии, то ли мы не совсем. Нет, ну в Маньчжурии, конечно. Факт в том, что смотрите, как все. Здесь прямо по-русски написано: вон, стоматологическая больница, обувной городок. Обмен валют даже есть. Я все на русском читаю. И здесь магазины. Прикольно. Ну, чтобы это, не быть голословным. Вот, пожалуйста.
Стоматологическая больница написано. Ну, там кафешки, кафе, мафе, все дела. Пожалуйста, даже парикмахерская по-русски написано. Противопожарные средства, гостиница, ресторан, 200 рублей с человека. Ремонт ноутбуков, сотовых телефонов. Пожалуйста. Я даже и не знаю. Может, куда-нибудь зайти, чего-нибудь скушать. В принципе, я-то перед выходом поел. Сейчас подумаем. Ну, я думаю, туда вот уже дальше смысла нет идти. Там, ну, в принципе, как бы все похоже. Не то чтобы похоже. Я шел по той стороне, сейчас повернул на эту. Пойдем куда-нибудь уже потиху, может, в обратном направлении. Что говорить? Нифига не понятно. Алфавит у них, конечно, да. Ни хрена не могу понять, что написано. Если нет перевода. О, это 100% пешеходная центральная улица. Вот век воли не видать. О. Здравствуй, здравствуй. С тобой поздороваться, говорит, давай, говорит, 100 юаней потом. Яркие меха, янтарь, художественные изделия. Что хотите? В общем, можно купить все. Что, пройдемся, наверное, по этой. Посмотрим, может, что тут интересного найдем. Да и... Куда спешим? А, на коньках, на роликах катаемся. Я понял. Ну, я вам скажу, что да. Тут особо в плане пешеходных переходов здесь надо быть внимательным. Собьют и фамилию не спросят. О, какие серьезные ребята на верблюдах. Ладно, джентльмены. Вроде как с большего показал. Если получится, потом еще что-нибудь. А вон, смотрите, какие-то мишки там. Пойдем мишек этих посмотрим. Надо, наверное, уже поворачивать оглобли. Время позднее. Зашел, напиточка взял, хлебушка, водочки со змеей домой. Презент. А так, больше пока ничего и не брал. Ну да. И вот сразу заглядываешь
внутрь во двор, и совсем другая картина, да? Как и в Турции. Туристическая Турция — это одна Турция, которую нам показывают по телевизорам. А Турция, которая настоящая Турция, она совершенно другая. Улица Чжунсу. О как! Да, джентльмены. Наверное, вот на этом месте, где написано «Площадь Век», наверное, мы с вами и закончим на сегодня нашу небольшую прогулку по улицам Маньчжурии. Если, не дай бог, завтра нас не загрузят, то может еще куда-нибудь сходим. А пока спасибо за внимание. Мне вот туда.